вот связала я 3 сегмента. Вот один, второй, третий. И теперь заканчиваем последней ниткой. Провязываем ряд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 вот под полную петлю. Теперь закрываем 1 и попарно 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 1 столбик начнем вязать. Значит, после этой зеленой мы должны 2 ряда провязать нитью основного цвета. Причем не забыть подтянуть зеленую нитку вот сюда. Так, давайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Опять одну закрываем петлю и по 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Зеленую нитку перекручиваем, подтягивать будем ее в следующем ряду. 18. Так, провязываем 1, перекручиваем. Смотрите, в каком направлении вам удобно. Теперь назад. Теперь сюда.
Теперь назад. Теперь сюда. Назад. Так, у меня будет узор начинаться с 12 столбика. 1, 2, 3, 4, 9. 10. 11. 1. 17. 18. 1. Провязываем одну петлю и по 2. Смотрим на обороте, где наша зеленая нитка, чтобы ее тоже подтянуть. Вот она. Перекрутили ее. И дальше заканчиваем. Так, и вяжем следующий ряд. Четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И начинаем опять вывязывать наш рисунок. Нитку перекрутили. 1. Опять перекрутили. 2. 1, 2, 3, 4, 5. На одну петлю провязали и по 2. 2, 3, 4, 5. С зеленой ниткой 1. Перекрутили. 2. Теперь нам нужно зеленую вот сюда подвести, ко второму столбику этому. Значит, мы перекручиваем, вяжем основным цветом 1, 2. И вот когда мы 3 провяжем, вот зеленая нитка у нас встала на вторым столбиком. Все. Итак, мы вяжем точно такой же узор, только уже на другой стороне. Значит, еще раз напоминаю, если вы будете вязать какой-то узор
с наклонами, с поворотами. Смотрите, чтобы у вас он был в зеркальном отображении. С одной стороны так идет, а с другой стороны, я не знаю, распечатайте, посмотрите как, ну, чтобы у вас не было, что листья вниз идут. Начните с простого узора, хотя бы даже с такого. Все, и дальше мы вяжем. Все так же до конца пропускаем ряды основного цвета, провязываем. И в конце завершаем, значит, вот довяжете 2 ряда, провяжете. И последний ряд я вам покажу, как заканчивать, закрывать. Значит, вяжем самостоятельно дальше. Ну вот, провязала я последний 3-й ряд. Теперь этот последний ряд мы должны закрыть. Видите, он какой. Значит, делаем одну воздушную петлю. Затем будем крючок под переднюю ножку и протягиваем. Все так же, как и на спицах практически. Под 2 петли и вытягиваем. Все, мы закрыли. Нитку обрезаем. И закрываем. Ну и вот такая конструкция у нас с вами получается. Вот. Теперь считаем петли в центральном клине. Вот в этом сегменте. Между длинными зелеными полосами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Нам на пятку, на каждую часть пятки мы делили на 2. Вот здесь у нас на пятку шла 1 спица. Мы ее разделили пополам. 5,5 тунисских столбиков. Минусовали на эту часть 1,5. И получилось 4 тунисских столбика. Это, вот если свернуть вот так пополам, вот половина пятки. Я вам вначале в самом рассказывала. Значит, сюда на половину пятки у нас идет 4 тунисских столбика. Значит, нам нужно набрать 8 тунисских столбиков. 8. У кого-то может получиться нечетное число. Здесь вот между основными центральными этими линиями может быть нечетное. Значит, вы набираете центральные нечетные петли. Именно столько, сколько вы высчитаете. Вот, у меня, значит, получится тогда 4 и 4, 8 тунисских столбиков.
Кто сомневается, можете набрать 10. Я наберу 8. Значит, у меня здесь 12. Еще раз проверю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот это 12-я петля. Значит, 12 минус 8, 2 петли пропускаем. Вот. После центральной пропускаю одну, вторую. Вот отсюда наберу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 2 остается. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, я говорю, кто хочет, может еще по одной петле захватить. У кого-то получится, может быть, нечетное количество. Первый ряд провязываем одну петлю и затем попарно, как обычно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Петлю вытяните немного, чтобы она не потерялась. И крючок вводим вот в следующую петлю. И протаскиваем. Затем берем вот так вот 2 столбика. Это будет 2 у нас. 3, 4, 5, 6, 7. 8 пока вот так возьмем. Как мы брали за целую петлю. Эта петля у нас задействована. В следующую петлю вводим крючок, вытаскиваем петлю и 2 провязываем вместе сразу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вытянули петлю. И в следующую свободную вводим крючок. И протаскиваем. Теперь вот под 2 петли вводим 2, 3, 4, 5, 6, 7. А теперь уже здесь тоже под 2 петли 8. В следующую петлю ввели крючок и вытащили. Сразу 2 петли провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вытянули петлю. И под следующую. И протянули. 1 есть. 2 берем сразу. Это уже 2, 3, 4, 5, 6, 7. Под 2 петли.
8. Из следующей петли вытягиваем одну. Провязываем сразу 2. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вытянули. И под следующую петлю вводим крючок. И эту петлю протягиваем. Давайте еще пару рядов. Вот под 2 петли ввели. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Под следующую петлю сразу 2. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И под следующую петлю. А эту протягиваем. Вот так. Ну и опять, значит, одна петля есть. Сразу под 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Под свободную петлю сразу 2 вместе. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И под следующую петлю эту вытягиваем. Все. Итак, вы вяжете подошву сюда вниз до начала нашего вязания. Вот это у вас все закроется. Когда дойдете до края, я вам покажу, как вязать уже пятку. Тут соединение немножко по-другому будет. Вот и наша подошва постепенно перейдет в пяточку. Вот довязали мы подошву до конца. Теперь у нас дальше пойдет пятка. Заканчиваем подошву. Последняя петля. Протягиваем. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот сюда под последнюю петлю 9. Вместе. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь мы с вами будем прикрепляться вот к этим тунисским столбикам. Вот под них вводим крючок. И эту петлю протаскиваем. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Вот так. 8. И вот на этой стороне, вот сюда под тунисский столбик. 9. 2 вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вытянули петлю, за следующий тунисский столбик зацепились и протянули. Опять вот 2 столбика цепляем. Это уже 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот здесь за 2 петли. 8. И за следующий тунисский столбик. 9. 2 вместе петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вытянули петлю. Вот следующий столбик. И через него протягиваем. 1. Вот эти 2 цепляем. 2, 3, 4, 5, 6, 7. По 2 петли. 8. За следующий столбик. 9. Опять 2 вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот и так вы вяжете. Вот видно уже, что в пятку перешли мы. И так вы соединяете всю пятку. Дальше вяжем самостоятельно. Заканчиваем мы пяточную часть. Вот последний столбик у нас остался. Через него протянули. Здесь 2 петли взяли. 2, 3, 4, 5, 6, 7. За 2 петли 8. Здесь тоже последний столбик тунисский. За него 2 петли вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот у нас последняя петля осталась. Под нее протягиваем. И теперь мы должны закрыть, чтобы покрасивее было. Значит, вот под 2 столбика ввели и вот так протянули. Теперь под следующий столбик и протянули. Под следующий столбик и протянули. Так, вот так протянули. Под эти 2 петли и протянули. И вот на этой стороне мы должны
тоже соединить вот под последнюю петлю. И протягиваем. Все, мы закрыли с вами пятку. Теперь мы эту нитку отрезаем. И завязываем узелок. Затягиваем. Вот такой следок у нас с вами получился. Второй уже. Потом вы нитки заправите. Мы сейчас с вами обвяжем. Я покажу, как обвязывала я. Что тут интересно? Здесь, видите, отверстия получаются. Сюда можно шнурок проложить. Связать шнурок на спицах. И если вдруг по какой-то причине у вас получится широко, ну или даже для украшения, можно проложить шнурок и концы его чем-то украсить. Сейчас мы это с вами и сделаем. Ну вот давайте с вами и будем вязать. Начинайте с пятки, чтобы на тот случай, если узор не совпадет, будет на пятке. И еще что хочу сказать. Распределите петли так, чтобы у вас вот здесь в центре менее более симпатично получалось. Вот у меня, видите, такое вот интересное отверстие получилось. Так, значит, уводим крючок под петлю, вывязываем 1, 2, 3. 3 воздушки. Накид. Значит, в моем случае у меня получается, что я пропускаю 2 петли и вяжу в 3. Вы у себя посмотрите, как у вас получится. Столбик с одним накидом вяжу. Затем 3 воздушные. 1, 2, 3. И вот под эту петлю вывязываю столбик без накида. И получается пико. Накид. 2 петли пропускаю, в 3 вяжу столбик с одним накидом. 3 воздушки. 1, 2, 3. Под петлю столбик без накида. Накид. 2 пропустила, в 3 столбик с одним накидом. 3 воздушки. 1, 2, 3. И под петлю столбик без накида. Давайте еще раз. Накид. 2 петли пропускаю, под 3 вяжу столбик с одним накидом. 3 воздушные. 1, 2, 3. И вот сюда вывязываем столбик без накида. Накид. 2 петли пропустила, в 3 столбик с одним накидом. 1, 2, 3. И в эту петлю столбик без накида. Все. И вот так обвязываем по всему периметру. Вот заканчиваю я. И давайте сделаем вот таким образом. Вот сюда вводим крючок. Соединили. 1, 2, 3. И сюда же опять ввели крючок. И соединительной петлей можно завершить. Вот и все.
Теперь обрезаем нитку. Вот. И потом ее спрячем. И вот такой следок еще один у нас с вами получился. Теперь я вам покажу шнурок. Нужен он вам будет или нет. Это уже вам решать. Вот тоже здесь вот по центру такое отверстие получается. Нужен вам будет шнурок, не нужен. Это уже ваше решение. Но мы сейчас его свяжем. Ну и теперь я вам покажу, как связать шнурок. Я его вязать не буду, но на всякий случай вам покажу. Значит, в две нитки я попробовала, получается грубовато. Вот и решила в одну нитку. Набираем обычным методом 3 петли. Вот 2 и 3. И одну спицу вытаскиваем. Теперь эти 3 петли передвигаем на правую сторону. И провязываем 1, 2, 3. Опять эти 3 петли передвигаем на правую сторону. И опять 1, 2, 3. Можно вязать на 4 петлях. 4 петли можно набрать. Вы попробуйте, посмотрите, как вам лучше будет. 1. Два, 3. И вот видно, что уже получается шнурок. Опять передвигаем на другую сторону. И вяжем 1, 2, 3. Передвинули. Один. Два. 3. Вот. Это айшнур. Итак, вы вяжете шнурок такой длины, чтобы по обхвату ноги было, и еще чтобы завязался бантик. Ну и вот такой следок у нас с вами получился. Вот один. И вот второй. Просто они в камеру два не входят. Вот, 2 следка. Значит, что еще хочу сказать. Если вы не захотите вязать жаккардом, вы можете связать однотонный каким-то определенным цветом нити. Здесь можно сделать вышивку по трикотажному полотну. В одном из видеороликов я уже вам показывала. Здесь можно связать, допустим, не 2 цвета, а взять еще какие-то нитки, разными нитками связать. Ну, в общем, здесь можно фантазировать. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.